Привет! Этот расклад для вас на такую тему. Между нами тишина. Он и вы молчите по какой-то причине, по вашей причине. Что будет дальше? Между вами тишина. Что будет дальше? А я сейчас заговорю этот расклад на удачу, на счастье для вас. Делаю, что делаю. Большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. И у меня будет здесь это наложение рук. Делаю, что делаю. Большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. Очищение пространства. И начинаем. Мои дорогие, мы смотрим для вас это любовный расклад на отношения. То есть вы и он. Вы и мужчина. Это черные коты, и разные коты, разного цвета коты, разной энергии. И, знаете, можно определить этих котов как ваших двойников. То есть позволить вашим энергиям воплотиться через котов и показать вам правду. Это вы и он. Это будет расклад для двоих. И эти белые коты показывают вас. Вот это разделитель. И мы смотрим с левой стороны вас, с правой стороны его. Но он чувствует себя каким-то пострадавшим. А вы? У вас пятерка чаш, и вы тоже обижаетесь на него. Вы оба друг на друга обижаетесь. Поэтому вы и молчите. Высшие силы видят вас как пятерку чаш. Вас обидели. Высшие силы видят его как тройку меча. Может быть, это тот, который вас обидел. Который сделал вам больно. Потому что мечи — это именно агрессор. А чаши — это пострадавший. Высшие силы видят вас как человека, который пострадал от его рук или от его слов, или же от его действий. Сейчас мы посмотрим. Между вами тишина. А что будет дальше? Вот это показывает именно эти карты, две, как высшие силы вас видят, и между вами действительно тишина, потому что, как, опять же скажу, агрессор и жертва вот по этой причине. Агрессор и жертва. Возьму по две карты добавки. И еще с этой стороны для него, чтобы посмотреть именно, что будет дальше. Потом еще будем смотреть всякие подводные камни, все посмотрим. Итак, семерка чаш, но уже лучше, чем пятерка. Это уже, да, пусть иллюзии, пусть вы думаете, что будет все или как было, или же комплексуете, или боитесь чего-то, но все-таки это 7 уже, это продвижение вперед в любви. Значит, встреча будет по семерке мечей. Да, будут какие-то иллюзии, может, вы сами себя обманываете, но встреча, скорее всего, состоится. У многих это проиграется. Здесь еще у нас паж меча, говорит о том, что мужчина, конечно, агрессивный, но это его характер такой. У него нет культуры поведения, у него нет культуры общения. Иногда вы просто спасаетесь от него. Вы не знаете, что с ним делать, потому что его нельзя остановить в своей агрессии. Иногда так бывает, что люди не готовы к отношениям. Он не был готов к отношениям, когда вы встретились. Потому что у людей есть свои скелеты в шкафу, свои проблемы, да. И эти люди, они со своими проблемами не разобрались, поэтому в отношениях они ищут в себе виноватого, и он нашел вас виноватого, того человека, кто решит за него его проблемы, да. И иногда так выходит, что судьба связывает вот таких слабых мужчин с сильными женщинами. С теми женщинами, которые в общем-то, способны решить любую проблему, свою или проблему мужчин. Но это нечестное отношение к вам. И отношения случаются токсичными, потому что паж меча — это пустые хлопоты, это токсичные отношения, понимаете? И тогда жизнь разрушена кем-то другим, кто внедрился в пространство. И это вполне возможно, что ваша жизнь с этим мужчиной, она вот такая тяжелая. Там были и моменты, конечно, радости, но было очень и много и печальных моментов. Смотрите, но ему с вами очень сильно повезло. Это колесо фортуны, ну да, и колесница — это быстро что-то будет меняться. Но знаете, колесо фортуны иногда показывает или в одну, или в другую сторону фортуны. Или в знак плюс, или в знак минус. Но быстро очень будет его жизнь меняться.
Может быть, вы давно с ним не виделись, вы встретитесь, вы увидите, что мужчина совершенно поменялся. Фортуна его поменялась, и его фортуна будет меняться очень быстро, и это опасная ситуация. Колесница — это карта скорости. Это карта тогда, иногда не хватает времени подумать, все очень быстро меняется. Но я вижу, что у него будут какие-то усилия, может быть, тщетные у кого-то, помириться с вами, потому что вам надоели вот эти качели, да? Сомнения какие-то ваши, его коварство. И какой-то конфликт, может быть, в прошлом был сильный конфликт или не сильный, не в этом дело, но он был какой-то бесплодный конфликт. Он ни к чему не привел, ни к хорошему, ни к плохому. Он просто завис в воздухе. Так, сейчас я буду смотреть еще. Ну, неожиданность какая-то его ожидает, потому что оба старших аркана, и это абсолютно неожиданный поворот событий. Что это за поворот событий? Это рыцарь, это уже лучше, чем паж. Это тоже рыцарь меча. То есть рыцарь — это встреча. Мужчина хочет встретиться, он, знаете, захочет по-другому себя вести. Он будет стараться, во всяком случае, потому что рыцарь — это уже известие встречи. А что это за неожиданности? Видите? Туз меча с его стороны. Вот мечевые карты выпадают, показывают, что тяжелый человек. Может, он хороший, добрый, может быть, он красивый и так далее. У некоторых зарабатывает, у некоторых нет. Не в этом дело. Но мужчина с тяжелым характером, с тяжелым прошлым. И еще нет культуры поведения. Нет культуры поведения в семье, если вы уже женаты. Но поворот будет неожиданный, это точно. Неожиданный поворот. Десятка чаш. Мужчина очень захочет с вами встретиться, и он намерен, в принципе, не просто мириться. По десятке чаш он намерен жениться, если вы еще не женаты. А если вы уже женаты, то по десятке чаш он намерен сделать вас счастливой. У него это, может быть, и раньше было в намерениях, но он просто не умеет себя вести. Что вам делать в этих обстоятельствах? Смотрите, это хорошая карта туз пентаклей, и она говорит, что вам следует, наверное, думать о своем заработке. То есть, что такое заработок? Это воплощение своих талантов, это продвижение себя в профессии, это заниматься своей жизнью, это найти себя, найти свое предназначение. Это, в общем, интересная работа и увлекательная. Поэтому вам нужно увлекаться своей жизнью. Туз пентаклей вас ожидает прорыв в чем-то. Вы вообще-то с этим мужчиной больше несчастны, чем сама с собой можете быть счастливой. Но он от вас никуда не денется. Я вижу десятка чаш. Вы в любом случае будете вместе. У вас будут свои деньги, я вижу здесь. У вас будут свои деньги, или заработанные, или полученные в наследство. Но у вас будут свои деньги. И еще туз жезлов выпадает вам. Видите, какая хорошая карта? Туз жезлов говорит, что вам сила дается. Вам выдается новая сила. Чтобы жить, творить, чтобы, знаете, вами больше никто не пользовался. Неприятности все уходят, потому что туз жезлов защищает от негатива. Угу. А также вас может ждать двойное известие. Одно известие о деньгах, о финансах какое-то, а другое какое-то энергетическое известие. Вот именно касается вас как личности. Какие-то два известия, может, вас ожидают. И встречи. Тузы — это встречи тоже. Но мужчина любит вас. Это точно. Любовь есть. Любовь точно есть. Понимаете? Потому что это у нас король чаш. Он вас любит. Я же говорю, любит, но с ним, как тяжело с ними, без него тяжело. Вот такая ситуация, да? Не совсем простая, не совсем легкая. Потому что мужчина хочет все время вас к чему-то принудить, что ли. Командует. Что такое? Это у нас еще один король, еще один мужчина. У вас вполне возможно есть два мужчины. Или же один вас любит, а другой вас учит жить, да, такой умник. Один, может, муж, другой или в голове какой-то представитель мужской профессии, да. Или же это у вас может быть треугольник у кого-то, потому что это другой король, король меча. Это человек очень действенный, такой сухощавый, может быть.
за словом в карман не полезет. Но у вас с таким человеком есть какая-то невидимая связь. Конечно, у некоторых проиграется это одно и то же лицо, но не у многих. У многих проиграется, что другой человек, с которым у вас невидимая связь есть. Может, у кого-то сожаление молодости. Но другой человек точно есть у многих. Есть какой-то человек, да, и с ним вы можете быть очень счастливы. Конечно, есть такое, потому что расклад общий, каждый услышит свое. Есть такое, что именно с этим вы будете очень-очень счастливы. Если у вас такая ситуация, когда король меча и король чаш — это одно лицо. Просто разные грани, как два разных лица, как, знаете, разные характеристики субличности. Потому что он может быть и умный, но каким-то образом не пользуется своим умом. И может вас любить, но внешне это выглядит как претензия. Что-то там такое есть. Во всяком случае, я вижу, что Солнце говорит, что вы будете счастливы в отношениях с королем меча. Третий король вышел, да? Третий король. И этот третий король может быть третья характеристика одного и того же лица. Вполне. Или может это ваш сын, брат, другая личность, другой король, который тоже заинтересован в чем-то. Где-то вот то, что происходит сейчас с вами. Есть еще какой-то король жезлов, который в чем-то очень заинтересован, который заинтересован в вас. Каким-то образом в вас заинтересован. Что у него за интерес? Ну, свой интерес. Он хочет, чтобы вы или что-то ему дали, или поступили так, как ему выгодно. Потому что жезлы, он вас склоняет на свою сторону. Какие-то характеристики идут трех мужчин. Конечно, может быть собирательный образ. Здесь еще и 3 меча, видите? 3 меча, 3 мужчины. 3 мужчины вам разбили сердце. Может быть, 2 мужчины из вашего прошлого. 1 настоящий. Но 3 человека. Трижды уже вам не везло с мужчинами. Трижды разбитое сердце у вас с мужчинами. Что это за король жезлов? Хочу спросить для вас. Жезловая карта, да? 7 жезлов. Вас, может, поссорила какая-то женщина или какие-то обстоятельства. Потому что именно по вот этой карте 7 жезлов ему пришлось защищаться, может, от вашей мамы. И он так назащищался, что вы с ним расстались из-за мамы. Это у некоторых проиграется. Или из-за его работы, на которую он уехал. Знаете, так иногда бывает. Мужчины как дети. У них так, с глаз долой и сердца вон. Какой-то жезловый король был, с которым вы расстались по каким-то причинам, или третьи лица, или обстоятельства. И так получилось, что с глаз долой и сердца вон. У него вы не ушли из сердца вон. Он как бы привык жить один. Привык быть один. Совет вам и ему. Вам совет. 10 пентаклей. Это карта богатства. Очень обеспеченной, комфортной жизни. Когда, в принципе, и ссориться не о чем, да? 10 пентаклей — это очень хорошая карта. Вообще расклад имеет 2 десятки. Где-то у нас здесь была 10 чаш. Да, где она была у нас? Вот, 10 чаш. 10 чаш и 10 пентаклей. Это означает, что расклад имеет очень сильную силу. Показывает, что вы еще будете в отношениях счастливы. Это 10 чаш. И вы еще будете обеспечены. 10 пентаклей. Но для этого нужно, конечно, чтобы с вами мужчина взаимодействовал на равных. И мы посмотрим ему совет. Какой ему дают Таро совет. Вот неожиданно, да? Вот неожиданно. Карта умеренность. Угу. Ну, радуга всегда символ примирения, мои дорогие. Поэтому с мужчиной точно будет примирение. Мужчина настроен, может быть, категорично, но категорично в хорошем направлении, потому что карта умеренность — старший аркан, во-первых. Во-вторых, это аркан концентрации фокуса на чем-то самом главном. И здесь этот код вам показывает на рыбу. Рыба — это любовь и заработок хороший. Он концентрируется на заработке и на любви к вам. И радуга отражается в воде. Вода — это символ эмоций. Так что я вижу, что с этим мужчиной у вас может быть возобновление отношений, очень счастливые эмоции. Сейчас возьму здесь еще одну карту. Здесь в этом. Смотрите, вам совет знать, что вы будете счастливы, да, потому что 10 пентаклей — это именно счастье, личное счастье.
Это прекрасный дом, прекрасные домашние условия, бытовые условия шикарные у вас будут обязательно. И с его стороны карта умеренность. Если он будет держать свое внимание, держать свой фокус, да, свое внимание на самом главном, коим является вот эта рыба, что означает деньги и любовь. И когда он будет стремиться к примирению, потому что зеркальное отражение в воде радуги, это значит, что примирение обязательно будет. Ой, какая хорошая карта вышла на пасашок вам. Да, и, кстати, сама выскочила, вы видели, да? Это двойка пентаклей. Это очень хорошая карта на пасашок, мои дорогие. Я очень рада. А потому что это вы и он, ваша его сила, это ваш замок, это вы смотрите на перспективу дальнейшего развития отношений. Это очень-очень хорошая карта. Она показывает, что и вы, и он, у вас есть много общего. Вы встретились совершенно не случайно. И вы это знаете, вы это чувствуете. Потому что вас свела сама судьба для того, чтобы вы были счастливы. Вот, смотрите. Вот как две стороны одних и тех же десяток. Потому что 10 по нумерологии — это 1 и 5, 1 плюс 0 будет 1. Это новый виток, новое начало. И этот жезл — это единица, десятка пентаклей. И второй жезл — это тоже единица, да, потому что мы в нумерологии рассматриваем римские цифры. Это единица, новая единица. Десятка чаш — это новый виток отношений, счастливых отношений, где уходит вся токсичность. И с вашей стороны десятка пентаклей. Вы будете деньгами управлять, а он будет любовью управлять. Это шикарный расклад, мои дорогие, очень хороший. Вот неожиданно, да? Потому что я подумала, иногда нужно, иногда люди спрашивают расклад, если оба молчат. Я подумала, хорошо, я сделаю расклад, если оба молчат, что будет дальше? Но неожиданный поворот. Вы и он — это взаимодействие, взаимно выгодное сотрудничество, это и есть брак, это и есть очаг домашний. Да? Он и вы — две единицы, два мощных лица. Встретились вы абсолютно не случайно. Он и вы, да, неожиданный поворот, потому что, ну да, вы сейчас молчите, он вам разбил сердце, он, скорее всего, агрессор, скорее всего, вы жертва, это есть. Но смотрю развитие событий, и здесь так все по полочкам разложено вам, что это очень благоприятное развитие событий, мои дорогие, очень благоприятное. Это означает, что с этим человеком вы можете быть очень счастливы. Да, у некоторых есть другие люди тоже, которые вами интересуются. У некоторых это грани одного и того же лица, только вот мы их разобрали очень честно, подробно. Жизнь будет стремительно меняться. И он поймет, что без вас он никуда, он не может без вас никуда. У него уже выравнивается вот это сознание, становится более ясное сознание, такое критическое, ясное, что он понимает, что без вас он никуда. Потому что колесница вместе с колесом фортуны — это весточка от него, это встречи. У очень многих проиграется это. Может, подарок от него какой-то. Это, кстати, предложение, может быть, руки и сердца. Вот такие карты самые лучшие здесь вышли. Это колесо фортуны, это солнце и это справедливость. Говорят о том, что сейчас Вселенная очень заинтересована в вас, как в тандеме, как в паре. Вы представляете собой очень серьезный интерес у Вселенной, но только как в паре. Только как в паре. Видите, 2 и 2, 1 и 2, 1 плюс 1. Только как в паре вы представляете очень большой интерес для Вселенной. Поэтому здесь я вижу счастье, абсолютное счастье. Посмотрите, как вы обнимаетесь. Он скучает. Если вы на расстоянии сейчас, он скучает, мечтает о встрече. И он для вас создаст приятную атмосферу, а также атмосферу благоприятную и, знаете, говорят, изобилие. То есть когда вы ни в чем не нуждаетесь, когда у вас благоустроенная личная жизнь, бытовая жизнь. Не бытовуха, а благоустроенная бытовая жизнь. Вот к этому он стремится. Очень хороший расклад. Просто великолепный. Я вижу, что именно с вашей стороны солнце. Так что у вас счастье, успех, прояснение пути. Вы поймете его, потому что это карта понимания, взаимопонимания. И я вижу, что этот мужчина вам, через кармические какие-то отработки, узлы, но вполне возможно, у кого-то есть. Это не зря столько мечевых карт. Но этот мужчина вас заинтересован, чтобы сделать вас счастливой. Вот так, мои дорогие, это ваш оберег, это ваш талисман. Сейчас собираю расклад, побудьте на сборе, потому что это важно. Оберег-талисман шикарный.
Неожиданно. Неожиданный поворот буквально. Пусть все плохое уходит, никогда не возвращается, хорошее остается и приумножается. Очень и очень благоприятный расклад. Пусть все плохое уходит, никогда не возвращается, а все хорошее остается и приумножается. Это литургический сбор. Я иногда без вас собираю, иногда с вами, иногда так просто выключаю, а потом собираю. Но чтобы показать вам, как я собираю карты, я иногда собираю при вас. Пусть все плохое уходит и никогда не возвращается, все хорошее остается и приумножается. Талисманы, чем виртуальные талисманы хорошие, что они со временем сильнее становятся. Потому что любой материальный талисман, его нужно перезаряжать, он силу теряет со временем. А талисман, который сделан именно виртуальный, он, конечно, имеет силу со временем еще больше. Шикарно. Мои дорогие, кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. Здесь с удовольствием для вас работаю. С удовольствием делаю для вас расклады. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, любви. И поддержите меня в этом благородном начинании, то есть пожелание вам любви. Поставьте лайк, если не жалко. Будем видеться, мои дорогие. И обязательно прислушайтесь, если пожелаете, к словам, которые здесь были сказаны. Это не мои слова. Эти слова я получаю с потока, конечно, для вас, да. Поэтому можно прислушаться, можно на них ориентироваться и можно им доверять. А я вас буду видеть. Пока-пока, мои дорогие.